Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать ко мне на канал, и сегодня я продолжаю кататься по сборке карт, по которой я каталась в своих прошлых роликах. Сейчас я хочу отвезти груз из России в Беларусь, а если быть точнее, я поеду из Смоленска в Минск и повезу один очень такой интересный груз, но покажу я вам его немножечко попозже, потому что сейчас я хочу объявить об одной очень важной вещи, а именно в четверг будет год моему каналу, то бишь день рождения. В честь этого, конечно же, будет праздничный стрим, а в среду я решила выпустить ролик, в котором я буду отвечать на все интересующие вас вопросы. Чтобы задать вопрос, который вас интересует, вы должны зайти в сообщество Ютуба и найти пост, в котором я, собственно, и прошу вас эти вопросы задавать. Вопросики пишите, задаете, в среду в ролике я вам на эти вопросики отвечаю. Думаю, все предельно понятно. Мы тогда приступим уже к поездочке, можем отсюда выйти. До компании мне ехать всего 1 километр. Я думаю, вы уже заметили, что это компания М-Видео. Так, смотрим по сторонам, никого нету, поворачиваем. Сейчас мы находимся, успеваю проехать на зеленый. Сейчас мы с вами находимся в Смоленске. Думаю, будет очень интересно, если мы с вами реально прокатимся до Беларуси, посмотрим вообще. О, смотрите, пушной. Прикольно. Гарантия лучшей цены. М-Видео, прикольно, мне нравится. Так, прямые перевозки. И повезем пустые палеты. Ну, конечно, интересно, почему в М-Видео внезапно появились пустые палеты, но давайте мы с вами как бы сделаем вид, что мы везем не пустые палеты, а везем какую-нибудь супер-пупер интересную электронику. Я случайно дворники включила. Я вот так вот хотела сделать зеркалами. Так, подъезжаем. Потому что, конечно, как мы все с вами знаем, в видео пустые палеты не продаются, но тем не менее, давайте представим, что мы везем какие-нибудь супер-пупер крутые телефоны из Китая, которые нам теперь доступны только. Потому что айфоны вряд ли мы откуда-то будем сейчас завозить, их, наверное, уже нету нигде. Вот, поэтому мы с вами везем крутые китайские... Оп, красный, я вижу. Так, светофор странно стоит, что реально незаметно, что здесь вообще светофор. Я не сразу это даже заметила. Я катаюсь на Скании сегодня. Вот такой вот своей вот раскраска у нее такая осталась до сих пор розовая. И ждем, когда у нас наконец-то загорится зеленый. Ехать нам, кстати, 344 километра. Так... Все, поехали. СКБ банк. Первый раз про такой банк слышу. Не свести, денег не будет. Вклад заначкой 17% годовых. Это очень много. Для вклада это очень хорошо. Насколько я знаю, сейчас проценты по вкладам очень маленькие. Не знаю, процентов 5 или там 8. Ничего, эти 17%, это вообще прекрасно. Кредит наличными от 7%. Тоже мало вроде бы. Кстати, насчет кредита я не знаю. Я не брала ни кредиты и не делала вклады, но тем не менее я что-то слышала подобное про все эти проценты. Лейс, реклама Лейса, такие все знакомые рекламы. И вот у нас указатель на Минск. Если направо поедем, то приедем в Москву, но в Москву сегодня нам не надо. Встану так, потому что мне не видно светофор. Все, и поехали. Вот так вот повернем. Все. Сзади у нас написано Россия, Москва, Нижняя Красносельская, дом 140, дробь 12, телефон и даже номер горячей линии. Слушайте, очень прикольный прицеп. Мне прям нравится, но именно что вот такая вот раскраска. Тем временем нам еще 334 километра в итоге ехать. Пустые палеты, но представляем, что везем крутые китайские телефоны, или, может быть, какие-нибудь ноутбуки, планшеты, или, может быть, у нас прицеп забит 22 тоннами стиральных машинок или кондиционерами. Давайте сделаем вид, что мы везем кондиционер, которого у меня нет, но хотя бы здесь в качестве груза будем представлять, что он у меня есть. Ай, мне что-то шею защемило.
работа на старость, 20 лет, все. Просто сидишь, и от этого у тебя защемляет шею. Классно. Постараюсь ехать, конечно, не супер быстро, потому что все-таки записываю все ролики я в понедельник в основном. Собственно, если я записываю в понедельник, то это означает, что вчера, то бишь в воскресенье, у нас был стрим гонки, на которых мы гоняли, обгоняли, подрезали, врезались, летали просто как могли. Поэтому сейчас нужно возвращаться в привычное спокойное русло, стараться не гнать, как мне этого сейчас хочется, потому что мне так понравилось на гонках. Фары я только что включила. Кстати, здесь вот на Скайне я чаще не замечаю того, что у меня фары выключены. На Volvo я как-то сразу вижу, что у меня фары выключены, потому что у меня панель не горит. А здесь вот я выключила и включила. Но не шибко заметно, что вообще приборная панель загорается. А когда едешь на Volvo, приборная панель, она прям начинает светиться, когда ты включаешь фары. Вот поэтому для меня это такой вот основной признак того, что у меня включены фары. Так, я так понимаю, здесь у нас с вами платная дорога. Давайте оплатим. Интересно, сколько будет стоить эта платная дорога. Аккуратненько подъезжаем. Оп-оп-оп. Начало платного участка трассы. И сколько? Я не посмотрела, наверное. Ладно. Я, видимо, не посмотрела, сколько стоит. Я проворонила, наверное, этот момент. Смотрите, у нас тут слева прицепы Trade AUX. Кроновский прицеп. Прикольненький. Я, кстати, в жизни тоже видела эти кроновские прицепы. Так интересно. Республика Беларусь. Наконец-то мы с вами, я так понимаю, уже находимся на территории Беларуси, если я все правильно поняла. Может быть, здесь я хотя бы увижу, сколько стоит. Так. 2 евро. Проезд оплачен, 2 евро. Окей. А сколько было там? Тоже 2 евро. Я реально что-то не посмотрела. Напишите в комментариях, сколько вы за въезд заплатили. Я почему-то проворонила этот момент. 5. Самые близкие низкие цены. Прикольно. Республика Беларусь, собственно, все. Сейчас мы с вами на территории Беларуси. Я так понимаю, никакой таможни, кроме платного участка дороги, у нас не было, да? А реально так. Есть таможня между Россией и Беларусью. Просто я ни разу в Беларуси не была. Я ни разу туда не ездила. Я не знаю, как там. И, ребятки, кто из Беларуси, тогда, пожалуйста, пишите в комментариях, насколько сильно, собственно, сама Беларусь в игре похожа на Беларусь в реальной жизни. Мне будет реально очень-очень интересно ваши комментарии почитать, вообще посмотреть, насколько все-таки у нас Беларусь похожа на реальную Беларусь, потому что я, как вы сами понимаете, сравнить не могу, я не знаю, я в реальной Беларуси не была, только вот, так сказать, виртуальной, поэтому вся надежда на вас. Могилев? Интересно. О. Машина просто пропала. Почему? Почему она просто пропала? Тут груз, кстати, можно брать прямо на обочине. Интересно так. Ой, меня немножко вроде бы мотыляло сейчас по дороге, но сейчас вроде бы уже нормально. Я, конечно, стараюсь ехать аккуратно. В роликах я всегда катаюсь более, мне кажется, аккуратнее, чем я это делаю на стримах, потому что на стримах, понятное дело, я стараюсь читать еще чат, стараюсь всем отвечать, особенно если это конвой, я еще стараюсь разговаривать с ребятами по рации в конвое, в то же время пытаюсь управлять фурой, и это все друг на друга накладывается, поэтому меня начинает по дороге просто в разные стороны мотылять, поэтому те, кто со мной давно, те уже привыкли, что на стримах я вообще далеко-далеко не самый аккуратный водитель, я скорее там водятел, вот, но здесь, по крайней мере, в роликах я, ну, не идеально, да, но я стараюсь все-таки как-то аккуратнее это делать, но на скоростной режим, я думаю, вы уже не обращаете внимания. Опять же, те, кто со мной давно, те, кто со мной недавно, то я могу объяснить. На скоростной режим я, в принципе, не особо соблюдаю, потому что
Но мне так больше нравится, если я не создаю ДТП, если я никуда не врезаюсь и не собираю каждый просто отбойник, то я превышаю, потому что мне так больше нравится. Потому что я так хочу ехать 130 на Скайне, потому что зачем мне тогда 730 лошадей на Скайне, если я должна ехать вместе со всеми 90? Я хочу гнать, ветер в лицо, и я лечу, вот, все. Чтобы все было вот так вот хорошо. Указатель на Минск я вижу. Главное нам, знаете, не перевернуться, потому что периодически мне кажется, что немножко покачивают фуру, но здесь, кстати, лучше притормозить, потому что здесь я бы точно бы тогда перевернулась, плюс я еду по левой полосе. Насколько я знаю, если едешь по левой полосе, то ты должен... то ты можешь ехать... Нет, ты, точнее, ты не можешь, превышать ты все равно не можешь, но... В общем, справа, насколько я слышала, ездит медленно, но медленнее, а слева побыстрее, и слева ездит, если обгоняют. Но это вроде бы так. Но на самом деле у меня водительских прав в реальной жизни нет, поэтому я сейчас могла вообще ерунды наговорить, я могла ошибиться, поэтому, ребят, вы, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях, как оно на самом деле работает. Может быть, и налево, и направо, и нужно ехать одинаково. В общем, не знаю. Ну так-то, по идее, по левой полосе обгоняют, я знаю. Слева всегда ездит быстрее. А фуры, по идее, справа ездят. Но... А хотя нет, вот фура едет слева. Ой-ой. Аккуратно, аккуратно. Все. Сейчас никого обогнать не могу. Потому что слева реношка едет, я ее тогда зацеплю. Впереди у меня какой-то грузовик с самосвалом. А впереди у нас вообще симулятор фермы. Вон, смотрите, комбайн собирают пшеницу, я так понимаю. Прикольно, прикольно. Надо как-то побыстрее. Но, видимо, не получится побыстрее. Это все-таки не гонки с воскресенья. Поэтому, ладно, буду ехать вместе со всеми. Они, кстати, даже не 90 едут. Они, наверное, километров 80 едут, мне так кажется. Я хотя бы могу сюда перестроиться. Все, желтую машину не зацепила. Слава богу. Все хорошо. Ехать тем временем осталось 94 километра. Да посмотрите, какой классный прицеп. Ну реально здорово. Только интересная компания, как называется? На Лукойл. Вы представляете? Я везу, значит, пустые палеты из МВидео на Лукойл. И это вообще как? Что Лукойлу может понадобиться от МВидео? Я этого вообще не понимаю. Кстати, смотрите, белорусские номера. Интересно будет посмотреть, будут ли у других ботов, которые мне будут встречаться на пути, какие-то другие номера, например, российские, потому что некоторые боты, они ведь вместе со мной сюда приехали из России, но, тем не менее, пока что я вижу только белорусские номера. И больше, хотя нет, не буду перестраиваться, больше я ничего не вижу. Но, кстати, вот в этом ролике, в этот раз у меня вроде бы более аккуратно, вроде бы лучше получается держать полосу, чем в прошлых роликах. Я видела, мне писали комментарии, что тяжеловато смотреть, когда не держишь полосу, поэтому... Я критику стараюсь воспринимать адекватно, если она аргументированная, а в этот раз она действительно аргументированная, поэтому я буду стараться впредь ездить поаккуратнее, стараться как-то полосу держать, не ехать посередине дороги, посередине полосы. Будем аккуратненько. Реклама Citroёn, долгожданное возвращение. Интересно. Кстати, все на русском языке. Почему? Мы же в Беларуси. Почему не пишут на белорусском, собственно? Брест. Ну, кстати, да, вот названия городов, они написаны на этом, на белорусском вроде бы. Ну, хотя Минск. Минск-то по-русски вроде бы написано. Не знаю, немножко странненько. Посмотреть бы еще на другие баннеры. Может быть, просто когда делали эти карты, об этом не подумали. Интересно, в Казахстане тоже реклама на русском языке написана, надо будет проверить. Евроопт.
Наша забота, а не енота. Какое-то мороженое, город-герой Минск. Создано дарить нежность. Реально на русском языке реклама. Все баннеры на русском языке. Интересно, интересно. Сделай ярче. Что это? Кого сделай ярче? Какая-то реклама интернета, наверное. Потому что там картинки были на интернет похожи. Ты никогда не пожалеешь о спасенной жизни. Подвиг народа. Бессмертен. Это реально такое в Минске есть? Так здорово выглядит. О, колесо обозрения. Ваниль. О, пекарня Ваниль. Прикольно. Наверное, в каждом городе есть пекарня, которая называется Ваниль. Так. Эть. Оп-оп-оп. Смотрите, какая красота. Это даже на какой-то... Вот эти вот именно домики старенькие. Оно мне напоминает вообще Петербург. Ну, по фотографиям. Насколько я понимаю. Похоже на какой-то центр Петербурга. Постельное белье. Здорово, здорово. Такая красота. Очень красиво. Смотрите, какое озерцо. Так понимаю, искусственное. Какой-то водоемчик такой. Очень красиво. Очень красиво здесь. Бел Интертранс какой-то. От карты к сердцу. Дарите любовь с халвой. Ой, как красиво. Слушайте, мне прямо очень-очень нравится. Тут такая красота. Вильнюс. Вильнюс. У меня подписчик Вильнюс есть. А тут город Вильнюс. Прикольно. Надеюсь, я правильно, кстати, читаю. Имя подписчика и название города. Чё, тут у нас реклама какой-то стиральной машинки. Элемент. Магазин, наверное, какой-то бытовой техники. Тут, я так понимаю, у нас... Ой-ой. Жилые кварталы. Речка какая-то маленькая. Еще что-то про спасенную жизнь. Животное не вещь, а член семьи. Будьте с ними до конца. Вот с этим согласна. Вот это прям верное высказывание. Я как раз вот тут кошка спит на кровати, собака где-то под кроватью, под диваном. Тусуются. Ну как тусуются, просто спят. До того, как я ролик села записывать, точнее, я вот уже села, начинаю записывать вступление, и за них мне несколько раз пришлось вступление перезаписывать, потому что... куда? Мне на заправку надо. Короче, несколько раз перезаписывала вступление, потому что они дико между собой дрались, ну, играли в смысле, у них такие игры в виде какой-то смертельной драки. Надо где-то развернуться. Но там дальше, интересно, можно или нет? Или, может быть, прямо здесь мне это сделать? Просто как бы через кусты-то мне нельзя проезжать. Срезать через кусты. Но я так понимаю, выбора нет. Так, очень много трафика. Как я это буду делать, я не знаю. Поэтому ждем, когда зеленая фура проедет. Там легковушка, конечно, но мне на нее уже все равно. Пропустит, не обломается, ничего с ней не случится. Все, она как ехала, так и едет, все в порядке. Вон она, за мной, такая маленькая, какой-то мини-купер. Так, сюда. Я просто не знала, что конкретно на заправку, хотя название этой компании Лукойл, точно. Логично, что нам нужно было на заправку. Я просто думала, может быть, какой-то склад Лукойла, не знаю, склад с бензином. Не совсем понятно. Вон он, Лукойл. Сейчас мы туда заедем. Груз сдадим. Интересно, здесь как-то припарковаться по-интересному можно? Ага. То есть оно даже выбора не дает, я сразу должна вот так вот припарковываться. Хорошо, что развернулась, иначе пришлось бы это делать задом, или я вообще не знаю, как это было бы здесь сложно. Так, и... Ой, карту случайно открыла. Отцепляемся. Все, и... Эй, а что не так? Я не понимаю. Так, отцепляем.
Ну, все. Странно. И я превосходно доставила груз, пустые палеты из Смоленска в Минск. Очень надеюсь, что вам этот ролик понравился. Если понравился или если что-то не так, обязательно напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще на меня почему-то не подписаны. Ну а мы с вами встретимся уже в следующих роликах и стримах, особенно в праздничный стрим. Всех целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем, девка за рулем,